Здравствуйте. Тема происхождения человека и его генетики является одной из самых интересных. Помимо научной теории эволюции, о которой мы все знаем, стандартная теория, есть еще и другая теория, согласно которой в древности в развитие человечества могли вмешаться представители внеземной цивилизации, инопланетяне, пришельцы, как угодно можно их называть, и их называют ануннаки. Сторонники этой версии предполагали, что ануннаки с помощью генной инженерии изменили ДНК древнего человека и оставили свой след в генетике современного человека. То есть у всех у нас есть след пришельцев, ануннаков. Кто такие ануннаки? Кратко говоря, это младшие боги, которые населяют Землю, подземный мир, наш мир, ну и также иногда небеса. Например, они являются судьями царства мертвых людей. В древние времена боги делились на две группы. Это Игиги и Ануннаки. Игиги – это главные боги, в том числе бог Ану, Энгиль, бог Мардук и Нергал. Вот такие интересные у них имена древние. И местом их обитания игигов, главных богов, чаще всего были небеса. А ануннаки, напротив, это младшие боги, как я уже говорила, и они обитали преимущественно в подземном мире и на земле, на которой мы сейчас с вами обитаем. Но иногда и на небесах, то есть судьи царства мертвых, повторюсь. Общее число ануннаков в источниках примерно от 7 до 600. Немного. Чаще всего упоминается 50 богов. Поскольку это боги, то есть где-то 50 богов в целом. Исследования в области генетики пришельцев в генетике человека, они были исследованы Захарием Ситчиным. Согласно его теории, а это американский писатель Захарий Ситчин, ануннаки – это человекоподобные инопланетяне, гуманоиды можно назвать, которые, по его мнению, создали шумерскую цивилизацию в древние времена. В Библии ануннаков называют как нефилимы или исполины, и вошли они в мировую историю как боги разных древних культур. Нефилимы или исполины – это библейские персонажи, которые упоминаются в Пятикнижии. Вымершая мифическая раса, которая населяла действительно землю до потопа и происходила от сынов Божьих и от дочерей человеческих. Этим же словом исполины, нефилимы обозначается доизраильское население Ханаана, сына Ноя. Ноев ковчег, с ним связанный потоп. Книги Ситчина разошлись миллионными тиражами по всему миру и были переведены более чем на 25 языков. Кто такой Захарий Ситчин? Он родился в городе Баку, Азербайджанская ССР, в 1920 году. Это американский писатель еврейского происхождения. Он получил образование в Лондонской школе экономики, политических наук и Лондонском университете. Он приверженец-популяризатор теории о палеоконтакте и инопланетном происхождении человека с планетой, которую назвал Нибиру. Вы о ней, наверное, слышали. Поговорим о некоторых аспектах теории Ситчина. Он утверждал, что планета Нибиру вращалась по очень длинной, вытянутой эпилептической траектории вокруг Солнца, причем один год составлял 3600 земных лет. Затем планета Нибиру столкнулась с планетой Тиамат, которая располагалась между Марсом и Юпитером, и в результате образовался современный пояс астероидов, Земля и Луна. Часть ануннаков, пришельцев, выжила и на космическом корабле прилетела на Землю. А на Земле уже методом генной инженерии скрестила свои гены с Homo
erectus. Homo erectus таким образом вывела людей. Это человек прямоходящий или выпрямленный. Это ископаемый вид людей, которые рассматривают как прямого предка современных людей, сегодняшних, как мы с вами. С чего же началось скрещивание людей с ануннаками, по версии Ситчина? Он утверждал, что у планеты Нибиру, где жили ануннаки, разряженная атмосфера, и это приводит к охлаждению поверхности. Для создания искусственного щита от выхолаживания требовалось распылять в атмосфере мелкие частички золота, и ради добычи золота ануннаки 450 тысяч лет назад колонизировали Землю, то есть прилетели на Землю. И при сближении Нибиру каждые 3600 лет они прилетали забрать добытое золото. В книге 1976 года «12-я планета» Ситчин пишет, что ануннаки на самом деле были развитым внеземным гуманоидным видом с планеты Нибиру, то есть они развитые. Их представители прибыли на Землю около 500 тысяч лет назад и построили на ней базу для добычи золота, так как планета была богата драгоценными металлами, наша планета. Сначала они сами добывали руду, но 300 тысяч лет назад среди них возник мятеж из-за непосильного труда в шахтах. И 3 верховных ануннаков решали эту проблему следующим образом. Бог Энлиль предложил уничтожить мятежников, а бог Ану сжалился над ануннаками, а бог Энки предложил создать им помощников, в результате чего они создали примитивных рабочих, то есть людей, Homo sapiens, при помощи генной инженерии, скрестив внеземные гены, то есть гены пришельцев ануннаков, с генами Homo erectus. Кроме того, сами ануннаки могут жить несколько сотен тысяч лет с помощью неких биотехнологий, для чего ими тоже используется золото. Далее Ситчин предполагает, что ануннаки были вынуждены временно покинуть поверхность Земли и выйти на орбиту планеты в тот момент, когда антарктические ледники начали таять и вызвали всемирный потоп, о котором нам всем тоже информация известна. Этот всемирный потоп разрушил базы ануннаков на Земле, поэтому они временно покинули поверхность Земли и вышли на орбиту планеты. Им требовалось построить заново свою базу для добычи золота, и ануннаки, нуждаясь в большем количестве людей, были вынуждены научить человечество сельскому хозяйству. Ситчин заявлял, что с самого начала нефилимы, то есть ануннаки, нефилимы это по библейскому описанию их так называли, существовали на Нибиру еще за 45 миллионов лет до начала формирования самой Земли, с потенциально более благоприятным климатом. В статье «Чужеродные гены Адама, первого человека», он заявляет, что 223 уникальных гена, обнаруженных Международным консорциумом по секвенированию человеческого генома, не имеют предшественников эволюции. Одно из самых известных заявлений Ситчина было сделано в ноябре 1977 года. Он зафрахтовал самолет в Израиле и совершил перелет на Синайский полуостров с целью изучения предполагаемого пути Моисея из Египта в Палестину с целью поиска горы Синай и Моисеевой пещеры. Достигнув Синая, Ситчин сделал несколько фотографий одной из его вершин – Гебель-эль-Брук. А после того, как вернулся в Нью-Йорк, он же из США, он распечатал фотографии и обнаружил круглое белое пятно на фоне коричневого серого ландшафта. Фотографии породили теорию о том, что на фото был запечатлен летательный аппарат некой внеземной цивилизации, представители которой якобы посещали Землю в эпоху Моисея. Попытки Ситчина исследовать Эльбрук в дальнейшем потерпели неудачу, потому что Синай перешел под контроль Египта, а египетские власти отказывались Ситчину как гражданину Израиля в дальнейших исследованиях. И весной 1994 года Ситчин предпринял очередную попытку, подлетел к горе
и обнаружил странный объект, однако аппарат детально разглядеть он не смог. Его теория палеоконтакта на Синае имела, конечно, большую популярность среди исследователей НЛО и сторонников теории вплоть до 2006 года, когда в Египте побывала российская экспедиция уфолога Вадима Черноброва, в составе которой был и советский летчик-космонавт Георгий Гречко. Экспедиция осложнялась тем, что маршрут полета Ситчина и координаты были очень тщательно им зашифрованы, а в русском переводе его трудов были допущены несколько грубых ошибок, которые сбили экспедицию Гречко с пути, и сделанные же новые фотографии указанных вершин искомого белого дикообразного объекта не содержали. Но тем не менее экспедиция все же добралась до указанной Ситчиной вершины Эльбрук, ширина которой по подсчетам ученых составляла не менее 24 метров, и летательным аппаратом оказались несколько округлых блинов, которые образовались в результате выветривания слоистой скальной породы. А белый цвет им придавал белый алебастр. Сам же Захарий Ситчин принадлежал к числу людей, которые считали, что происхождение земной жизни – дело рук инопланетных рас. Он был приверженцем, распространителем мифов, связанных с теорией палеоконтактов. И он соглашался с такими авторами, как Эрих фон Деникин и Джорджио Цукалус. Давайте теперь рассмотрим версию Эриха фон Деникина, с которым согласен Захарий Ситчин. Кто же такой Эрих фон Деникин? Это швейцарский писатель, один из самых известных идеологов теории палеоконтакта, то есть связи человека с пришельцами. Он является автором ряда книг, в которых говорится об инопланетном влиянии на раннюю историю цивилизаций, в том числе самый успешный в коммерческом отношении «Воспоминания о будущем», которое опубликовано в 1968 году. В начале своей карьеры Эрих фон Деникин был осужден и отбывал срок по обвинению в мошенничестве или растрате и написал одну из своих книг в тюрьме. Центральной темой книг Эриха фон Деникина является утверждение об инопланетном влиянии на раннюю человеческую историю. Он считает, что такие сооружения, как египетские пирамиды, Стоунхендж и Моаи – это каменные монолитные статуи на острове Пасхи, а также некоторые артефакты того периода, они являются продуктами гораздо более высоких технологий, чем те, которыми обладало человечество в эти эпохи. То есть человечеству не было таких технологий. То есть все это сооружение инопланетян, по его мнению. А что такое Стоунхендж? Стоунхендж внесено в список всемирного наследия. Это каменное мегалитическое сооружение Кромлех в графстве Уилтшир в Англии. Находится оно примерно в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Эрих фон Деникин интерпретирует ряд древних произведений искусства по всему миру как изображение космонавтов, летательных, космических аппаратов, инопланетян и сложных технологий. Он объясняет происхождение главных религий, реакции на контакт с инопланетной расой и предлагает альтернативное объяснение текстов Ветхого Завета. На развитие взглядов Деникина также повлияли открытия в Сахаре, серии наскальных изображений существ, которые напоминали инопланетян, судя по рисункам. Исследователь француз Анри Лот назвал вот эти наскальные рисунки период круглоголовых людей или в шутку марсианский стиль. В искусстве Северной Африки описал свои книги «В поисках фресок Тассили». Таким образом, сторонники теории о происхождении человека от ануннаков, от пришельцев, считают, что древняя внеземная цивилизация вмешалась в развитие человечества, оставила свой след в геноме современных людей. В качестве косвенного подтверждения этому они нередко приводят библейские тексты о сынах Божьих, исполинах, нефилимах и необычных существах, описанных в книге «Бытия», предполагая, что речь может идти о существах неземного происхождения, которые участвовали в создании или изменении человека, в его генетике. А что говорит Библия?
Сыны Божьи увидели дочерей человеческих. В то время были на земле исполины, нефилимы. Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. То есть в книге Бытия рассказывается, что когда людей на земле стало много, сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и стали брать их себе в жены. От этих союзов родились исполины, нефилимы, которые Библия называет сильными и славными людьми древности. И после этого Бог сказал, что не будет вечно терпеть развращение человечества, и ограничил срок человеческой жизни. Некоторые сторонники альтернативных теорий считают, что под сынами Божьими подразумевались высокоразвитые существа, которые сношались, так скажем, с дочерьми человеческими, и отсюда происходил, можно так сказать, метис, то есть человек, но с генами пришельцев, анунаков. То есть сыны Божьи – это высокоразвитые существа или представители внеземной цивилизации, НЛО, проще говоря, которые вмешались в происхождение человека. Однако сама Библия, конечно, не упоминает анунаков, инопланетян или генную инженерию. По Библии происхождение человека связывается не с инопланетянами, а с Богом, который является Творцом. Бог сотворил человека, и сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. То есть человек, согласно Библии, является творением Бога, обладает особым достоинством, потому что он создан по образу Божьему, а не по образу инопланетян. В Библии также сказано, что Бог создал человека из праха, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть в этом стихе сказано, что тело человека создано из земного праха, а жизнь дана непосредственно Богом, а не инопланетянами. По поводу происхождения женщины, что сказано в Библии? «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену». То есть женщина по Библии была создана Богом из ребра Адама, как его спутница. Все люди по Библии произошли от одной пары. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. То есть Библия представляет Адама и Еву как прародителей всего человечества. А не от инопланетян произошло все человечество. Также по Библии Бог – это создатель всего. Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Библия начинает повествование утверждения, что источником всего существующего является Бог. Отрывок «Бытие» действительно упоминает сынов Божьих, конечно же, и исполинов, нефилимов, так скажем, анунаков, пришельцев. Но Бытие не объясняет их как инопланетян. Оно не говорит, что они создали человека. Есть разные толкования этого текста по поводу исполинов, нефилимов, сынов Божьих, что это ангелы, что потомки Сифа, представители знатных родов, разные интерпретации. Но ни одно из общепринятых христианских толкований не утверждает, что речь идет о внеземной цивилизации или каких-то генетических экспериментах. В Библии намека на этого нет. Подводя итог, Библия однозначно утверждает, что создателем человека является Бог. Именно Он сотворил первых людей Адама и Еву и дал начало всему человечеству. Поэтому любые гипотезы о происхождении человека от инопланетян, от анунаков или каких-то других внеземных цивилизаций, они противоречат библейскому повествованию. Такие теории возникают тогда, когда человек пытается объяснить происхождение жизни его без Бога. Вот есть религии без Бога, у нас есть такое видео на нашем канале. Или не принимают Бога как Творца. С христианской точки зрения истинный источник жизни и человеческого рода – это не инопланетяне, а Бог, сотворивший человека по своему образу и подобию. Такая формулировка отражает именно христианскую богословскую позицию. Нужно учитывать, что не все люди, не все ученые разделяют, конечно, эту точку зрения. Многие придерживаются научных или каких-то иных мировоззренческих взглядов на происхождение человека.
Мира вам и добра, мои дорогие. Не отходите от Господа Бога. Он с вами. Он ваша надежда, вера. Он ваше утешение в самые сложные периоды вашей жизни. Он всегда с вами. И в здравии, и в счастье, и в болезни. Благодарю вас.